Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Ноябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и три главных события. Несколько раньше я решил сделать этот расклад, потому что октябрь, ноябрь – это как причина и следствие. И вот та путаница, которая могла возникнуть где-то в течение октября, хотя чаще это будет или для большинства, это последних месяцев путаница, потому что у нас идет большая ретроградность сейчас планетарно. А с учетом того, что Плутон сделал последний реверанс в знаке Козерог, и это для нас задача что-то обустроить, согласовать, может быть, подписать важные документы или определиться. Так вот, теоретически, планетарно, в ноябре будет больше понимания. Как минимум в начале или даже к середине будет больше ясности по какому-то вопросу. Поэтому если мы предполагаем, что октябрь так плавно перетекает в ноябрь, и плюс при этом, понятно, какие-то обстоятельства еще нам придется учитывать. Может быть, обстановка меняется. Как раз нас к этому где-то и подводят, и высшие силы, или назовите судьба. Мы живем в такое время, в эпоху перемен. И на пороге эпохи Водолея действительно будет что-то меняться. Больше индивидуальности, больше возможностей и альтернативных вариантов развития событий, которые нам предлагают как раз и рассмотреть. Поэтому будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личных перипетиях каждого из вас. Мы размышляем, предполагаем и допускаем как раз, что в нашей жизни не все нами контролируемо. И давайте первые карты мы узнаем. События на пороге, чего это может касаться или сферы жизни. События с первых дней месяца, с чем или что это будет, чем обусловлено. И три главных события, достанем три карты. И немножко проясним с вами, что придет, а что уйдет. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, наоборот? И чего опасаться? Что же за события на пороге? Королева жезлов. И пусть даже это не ваша энергетика, мы все же... Это персональная карта, и в первую очередь нам говорят об архетипе. Что это за личность? А это та личность, которая имеет богатый опыт и проб, и ошибок, и разных проб в плане собственного творчества или реализации, опять же, собственных планов. Но не все сложилось, не все получилось. И за этот период королева жезлов успела сделать выводы важные, и теперь она не намерена собой рисковать, куда-то торопиться или о своих идеях, намерениях и целях рассказывать другим, кстати, что определяет ее сильную позицию. Она умеет хранить тайны свои, чужие. Может быть, для вас, мои дорогие, есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. И есть вопросы такие персональные или по части партнерства. Может быть, и в личной жизни кто-то из ваших близких, дорогих вам людей, как раз Овен, Лев, Стрелец или с асцендентом в одном из этих знаков. Но королева жезлов у нас удачлива в работе, в делах, в бизнесе, в согласовании документов и деньгах. Поэтому вот такие разные направления, но когда мы что-то больше организовываем или к чему-то сами адаптируемся, или наши вопросы, дела адаптируем к реальной жизни. Давайте узнаем, каково же событие может быть с первых дней месяца, чего это может касаться. Но мне нечего добавить. Карта силы. Мои дорогие девочки, есть в вашей жизни, может быть, действительно ваш избранник, или пусть вы даже сейчас одна, тогда вы будете очень привлекательны для противоположного пола. Ну и, безусловно, это карта женской силы, это ваша энергетика, это как карта мага. Мои дорогие мужчины, есть в вашей жизни действительно человек,
женщина, которая вас безумно тянет, влечет. С ней хочется продолжить контакты. С ней хочется, наоборот, или расширить, допустим, дружбу, или перевести отношения на другой уровень, или эту дружбу продолжить, но в каком-то новом контексте. Хочется о ней узнать побольше. Она очень притягательна. Она вот и обладает этим магнетизмом, это точно. Но это и вам где-то придется быть гибче. Это ведь карта говорит о том, что в первую очередь дипломатией мы руководствуемся. Это уже для всех, потому что всегда на карте сила присутствует лев. Наш лев в цветах. Поэтому у кого-то вопросы личной жизни, или пусть это даже вопросы согласований. Но значит, у вас сильная позиция в принципе, мои дорогие, для всех. Но быть готовым к компромиссу определенно стоит. Но нет ничего того, чтобы вы не смогли бы совершить, обустроить. Или, как я уже говорила, договориться. Давайте посмотрим, что же за 3 главных события или чего касаются. Деньги, работа, 8 пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на прибыль, на дополнительные заработки. Или, когда мы можем учиться чему-то новому, и в последующем нам это приносит тоже деньги. Но в конечном итоге мы ведь это делаем для чего-то, не ради любопытства. И по 8 пентаклей у нас всегда профессионал изображен. И здесь для кого-то из вас построение карьеры. Как будто уже сейчас вы чего-то достигли. Какая-то определенная ступень, этап вашей жизни именно по деньгам, по работе, по вашей занятости она пройдена. И вот должны вы перевести на какой-то уровень возможностей, мои дорогие. И значит, в целом, благополучный к решению, это карта надежности по-любому, по части вот вашего труда или ваших намерений, целей, планов, финансов, когда вы можете что-то согласовать и в целом свой статус изменить, больше заработать денег или открыть перед собой какие-то новые возможности. Что же за второе событие? Ну, вообще мне нечего добавить. И карта императрица. Вот все то, что я говорила, уже не повторяюсь. По карте сила, второй старший аркан. Но это карта символ нового я. С новым качеством жизни, с новыми возможностями. Карта благополучия, изобилия, процветания. Она говорит о том, что да, может быть, и вы берете ответственность за кого-то, или встанут вопросы, которые потребуют где-то, чтобы вы взяли за себя ответственность. Может быть, на себя, точнее, ответственность. Может быть, это какая-то сфера из вашей жизни, которая часто нам о близких говорят, или согласование по части дома, реорганизация нашего жилища. Это тоже может проходить. Но есть и те действия, когда мы и надеемся сами на себя, но и как будто от нас зависит еще кто-то. И, может быть, какой-то баланс вам придется держать, но для этого вам и высшие силы, Вселенная дает неограниченные возможности. Великолепно вообще сама по себе карта, ведь у нас императрица всегда плодовита. Имеется в виду, мои дорогие девочки, опять же, я жду ребенка, вот может быть и такое для кого-то из вас событие. Но в целом, если смотрим для всех, тогда по этой карте плодовитость имеется в виду ваш проект. Это ваши желания, это ваши цели, которые вы перед собой ставите. И вполне вероятно, вы можете это достигнуть. Да, это потребует от вас новой организации жизни. Символ нового «я». Но для вас нет ничего невозможного. Нам говорят не о паузе, а о каких-то продуманных действиях, которые ведут, по сути дела, к счастью, изобилию, процветанию, взаимопониманию, достижению тех проектов или тех целей, которые вы сами перед собой ставите. Очень продуктивный месяц ноябрь для вас выпадает, судя по этим 2 картам. Давайте 3-ю карту откроем. Рыцарь жезлов. А вы знаете, будьте готовы к неожиданностям. Это карта скорости, и буквально это самый настоящий рыцарь. Тот, который идет вперед, без страха и упрека.
тот, который готов к какой-то турбулентности, к каким-то неразберихам, каким-то перипетиям. И его вот эта поездка или, знаете, вот это жизненное путешествие, оно ему нравится. Ему, в принципе, нравится движуха, драйв, будем говорить. Ему не нравится болото, застой, да. А вот именно что-то совершить или для себя какие-то ряд вопросов решить. Когда он наготове, и вот это некоторая осторожность. Это не значит остановка, а это боевая готовность, не что иное. И, может быть, так события будут в ноябре складываться, что вот такая боевая готовность от вас тоже потребуется. По этой карте, эта карта в первую очередь быстроты, скорости, хотя предыдущие как раз неторопливые карты. Но, видимо, жизнь, она всякая разная бывает, да, и меняется энергетика, безусловно. Примите во внимание, что будут те вопросы, которые вы не можете отложить на потом. Вам нужно будет буквально собрался, подпоясался и куда-то поехал. Или вы потеряете время, или какую-то возможность. А возможности нас часто не ждут. И приходят они каким-то кривым путем, неожиданным. Поэтому быть готовому ко всему от вас. Вот такая задача будет стоять как минимум на первую половину ноября. Хорошо, давайте пойдем дальше и откроем. Что придет? Рыцарь Пентаклей. Ну, уже 2 рыцаря, поэтому какие-то перемещения у вас будут. Или, может быть, поездки. По рыцарю Пентаклей он один из самых медленных рыцарей. Нам сказали, да, будет что-то и убыстряться, но, в принципе, это как ваш прогресс. Вот мы спросили, что придет. Поэтому, если вы поставите, вы как будто определяетесь со своими планами, целями, со своим качеством жизни, куда я иду. И это стратегия, тактика на долгий период времени. Это своеобразный марафонский забег лет на 10-20. Вы что-то очень важное по части вашей жизни и качество, повторяюсь, вашей жизни должны для себя определить в первую половину ноября. И нет как будто возможности поставить на паузу или подумать, что «а это без меня решится». Тогда решится так, как по воле случая. Вы судьбу отдаете на волю случая. Примите это во внимание. Все же какой-то план минимум, план максимум, он присутствует. И если мы говорим о рыцаре Пентаклей, то это та энергетика, которая нам рассказывает, ну, наверное, об энергиях, которые будут в эпоху Водолея. Но переносим это на ноябрь. И вот эти планы, которые вы будете для себя где-то определять на далекий период времени. Плутон в Водолее. Это лет на 10-20. Какие-то планы для вас будут основополагающими, которые так или иначе будут каким-то образом взаимодействовать с событиями ноября. И мы не можем это исключить. Поэтому какой-то марафонский забег для себя приготовьте, если мы говорим, что приходит. Вот именно это как начало чего-то. Или если мы говорим конкретно уже про месяц, если у вас есть какие-то вопросы, мои дорогие, по финансам, не закрытые, по рыцарю Пентаклей, у нас всегда находится тот человек, который оказывает нам поддержку. Или мы находим необходимую сумму. Неважно, для чего она вам нужна. Либо на какой-то бизнес-проект, либо она нужна для того, чтобы буквально погасить какой-то платеж. Но есть какая-то поддержка. Вот это будет тоже важно. Что же уйдет? Это карта колесница. У вас сейчас происходит перемены, перезагрузка. И вы должны, вот все то, что я уже говорила многократно, у вас интересный расклад, он очень такой последовательно понятный. Нет какой-то синкопы или перескакивания с одной энергетики на другую. Здесь больше раскрывается нам. И вот эти перемены, они именно сейчас происходят. И вы, правда, с чем-то определяетесь. Не случайно аркан сила старшая. И карта императрицы, тоже старший аркан. И аркан колесница, это нам говорят, это будущий твой успех. И если ты сейчас упустишь время, все то, что я только что рассказывала, то завтра может быть поздно. Уделите большое внимание ноябрю, мои дорогие, я бы сказала и так. Давайте мы откроем карту «Чего опасаться».
что мы потеряем время. Или мы отдадим свою судьбу на волю случая. Или когда мы подумаем, ну, оно как-то там само разберется. Нет, не разберется. Вам придется действительно делать какой-то выбор. Вы теперь словно на пороге. Давайте я немножко раскрою. У вас рядом 2 старших аркана. Да, все предыдущие карты нам обрисовали. Но что это может быть? Какой сферы жизни вот эти позиции о чем нам могут рассказывать? А вот нам подтверждают, опять же, все то, что я только что сказала, нулевой аркан. И здесь мы не должны упустить возможность. Это точно, это карта вдохновения, новых начинаний, нового качества жизни, новых отношений у кого-то, да. Или даже если прежняя какая-то история, может быть, изменить статус или перевести ваши отношения на другой уровень. И я допускаю, у каждого ведь по-своему, к примеру, прежняя история любви, она могла по разным причинам не состояться, но, может быть, даже мы говорим, да, бракоразводный процесс состоялся, но остались дети, нерешенные вопросы финансов или по части имущества, жилища, и вам придется контактировать с вашим бывшим как бы супругом, и тогда должно быть правильное взаимодействие. То есть придется вот отстроить какую-то новую модель взаимоотношений, перевести, может быть, в дружеское, терпимое русло, да, когда мы понимаем, ну да, общение неизбежно, ничего не поделаешь. Но и сам себе не навредить, понимаете, вот какую-то очень важную прерогативу ваших последующих взаимодействий, отношений вам стоит построить, как и по части работы, как и по части личной жизни. Возможно, это вопросы новых способов заработка или нового способа работы. У кого-то из вас это может быть связано либо с тем, что вы совершите много путешествий, может быть, как сама по себе работа, связанная с командировками, или много перемещений, и вам нужно организовать свою жизнь по-новому, адаптировать что-то, как график адаптировать. Или на работе у вас тоже руководитель меняется, и тут новая метла по-новому метет, или новый режим работы, новая какая-то задача перед вами, которую руководитель может поставить, но она, опять же, открывает перед вами новые перспективы. Обновление по всем сферам жизни. Здесь что-то не пройдет незамеченно. Ну, наверное, я наш расклад могу вообще закончить. Вот так последовательно. Опять же, ложатся карты. Карта Ашута, нулевой аркан, которая переходит в аркан мага. Здесь могут быть какие-то очень важные контакты. Если мы говорим карта силы, это карта женской силы. И если, мои дорогие мужчины, у вас есть женщина, которая вот обладает такой, ну, незримой, могучей силой, в то же время, когда к ней невероятно тянет. Но и человек-то женщина самодостаточная. Но и вы-то тоже не промах, будем говорить, карта мага. И единственная проблема, когда двое сильных людей, им сложно договориться, им сложно понять друг друга, потому что каждый не готов подстраиваться. Вот у кого-то из вас, не у всех, но вот это может быть как основная точка преткновения, когда мы не можем понять, договориться друг с другом. Но определенно, значит, по-новому что-то вот как-то реорганизовать. Какой-то союз должен быть продолжен. И для вас может быть вот основная задача перевести какие-то ваши намерения и цели более в четкие очертания. Нечего мне добавить. Это и рост ваш. Магами не рождаются, ими становятся. Именно потому, что какой-то путь проб и ошибок уже пройден. Сделаны важные выводы. И мы уже, знаете, как и на переправе где-то коней не меняем, так и очень аккуратно вычеркиваем что-то из нашей жизни. Примите к сведению. Итак, чем не соблазняться? Да кто ж таким соблазнится? Четверка кубков – это карта отчасти апатии, паузы. А карта нам, кстати, говорит, все самое ценное в твоих руках. Поэтому четверка кубков – это наше где-то бездействие. Так вот, бездействием, мы уже об этом говорили, мы не соблазняемся. Нет. На что соглашаться?
Королева Пентаклей – это наши близкие, это наша семья, это наши партнеры по браку, партнеры по бизнесу, партнеры по работе какие-то, да, контакты. Королева Пентаклей мы рассматриваем как архетип эту карту, и часто по архетипам и проходят как раз супруги, и неважно, кто меня сейчас смотрит, мужчины или девочки, это наши близкие, которым мы можем доверять, какой-то союз, обустройство нашей жизни, когда из хаоса, из нуля буквально королева Пентаклей умеет создать свое собственное благополучие. В то же время эта энергетика, как у карты императрица. Вот у вас из нулевого аркана в карту мага переходят энергии. И здесь где-то из королевы Пентаклей в императрицу. Смена статуса, смена возможностей, как и по заработкам, как и по обустройству вашей жизни, как и в целом организация вашей жизни, адаптация, как и с близкими, как и по работе, так и по деньгам. Вам нужно что-то соединить, сплести в какой-то красивый узор. На это нужно соглашаться, но никак не на какую-то паузу. И, кстати, если мы говорим, что, в принципе, да, что будет продолжаться, то по аркану умеренности в чем-то найти баланс вам как будто приходится, мои дорогие. Ну, может быть, соединить несоединимое или уравновесить в себе те силы, которые у вас присутствуют, одна от разума или от какого-то холодного рационального мышления, а другая от чувств. Давайте узнаем, чего же опасаться. Карта башни, серьезный старший аркан. Когда вы можете что-то разрушить, когда вы можете кому-то сказать «нет», когда вы где-то можете поставить все с одной стороны, как и на паузу, но такую длительную, или вы можете не придать каким-то событиям очень важного значения. Перемены какие-то последуют, и если вы сами, словно, не готовы к переменам, то тогда судьба начинает вносить коррективы. И вроде как «не обижайся», нам говорят. Но всегда прообраз башни – это тюрьма. Это то, что нас какой-то период сдерживало. И вот теперь эти стены рушатся. Мы на первый момент можем испытывать некоторую невесомость. Мы не знаем, как действовать. Мы не знаем, что предпринять, потому что прежняя парадигма меняется. Вот нам уже несколько раз об этом сказали. А новая какая-то система еще не отстроена. Поэтому, может быть, если вы сталкиваетесь вверху, у нас карта рыцарь жезлов. И все то, что я говорила по этой карте. Так вот, если вы сталкиваетесь с ситуациями, событиями непреодолимой какой-то силы, это не значит, что мы бросаемся что-то сохранять из разряда того, к чему мы привыкли. А это значит, что нужно сохранить самое ценное и идти вперед. По этой карте успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но это сделать нужно как-то элегантно, красиво, себе не навредив. Поэтому быть готовым к неожиданностям определенно стоит. И вот эти возможности, вот эти, да, как запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, они не будут продолжительное время. Ведь у вас карта старший аркан колесница, выпадает, что уйдет. Значит, это придет. Но это определенный период времени, который не будет длиться вечно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие, и любимы всегда.